Слушайте, а если там все умерли 10 лет назад, и никто об этом не в курсе? Скелеты стоят за столами. Там вот что-то рюкзак. Зловещий грохот. Так, я немножко сломал здание. Часть Петергофа, которая находится просто вот в таком состоянии. Реальное отношение к истории, реальное отношение к культуре, реальное отношение к памяти наших предков. Вы видели французские оконные решетки? В России они практически всегда уродливые и вызывают стойкую ассоциацию с тюремными камерами. То ли дело во Франции. Парижане вот однажды сели и подумали, если мы устанавливаем на окна решетки, то почему бы это не делать красиво, почему бы это не делать лучше всех? И результат оправдал все ожидания настолько, что после этого архитекторы решили полностью декорировать решетками одно из исторических зданий. Как вам такое? Хотели бы рассмотреть его поближе? Тогда вам срочно нужно в Париж. А чтобы найти самые дешевые авиабилеты, обязательно заглядывайте на Aviasales. Они мониторят цены у сотен авиакомпаний и за считанные минуты найдут для вас самые выгодные. Еще там есть очень удобная функция сравнения цен на соседние даты. То есть вы вбиваете в поиск приблизительные дни поездки и потом смотрите по таблице, нет ли в ближайшие дни билетов подешевле. Если они будут, сможете неплохо сэкономить. Ссылочка на сайт Aviasales. Как обычно, в описании к этому ролику. Хорошо вам съездить в Париж, друзья. Всем привет! Мы с вами в Петергофе. Я хочу рассказать про эту старинную усадьбу 19 века, которая является памятником федерального значения и объектом, охраняемым ЮНЕСКО. И что самое интересное, власти пытаются создать красивый имидж у нашего Петергофа, поэтому они покрасили. Ну, Петергоф, вот, я знаю, да, это фонтаны, Да, это да. Дворец, это куча китайских туристов. Огромное количество Это, наверное, туристов. одна из самых известных достопримечательностей вокруг Петербурга. Одна из самых посещаемых и самых самоокупаемых. Так, ну то есть здесь должно быть все хорошо. Да, бюджет у Петергофа неплохой, в принципе, деньги есть. Но на этот чудесный памятник архитектуры государство решило потратиться только на 2 фасада, а остальные находятся в совершенно плачевном состоянии. Ну, мы сейчас это Давай посмотрим. увидим. Это то, что не видят туристы. А здесь была какая-то ограда. Ограды, балюстрады. Я подозреваю, что здесь, возможно, что-то еще пострадало во время войны, с тех пор так и не отремонтировали. Но судя по состоянию здания, в принципе... Ну подождите, еще не все успели восстановить. А вот эти вот колонны без капители стоящие, это художественный прием или... Художественный прием напротив можно посмотреть. А, это вот так вот было? Да. Ага. Не можем представить, что это как-то художественная задумка? Ну, что такое вот заброшенное здание. Ну вот... Есть определенный шарм. Ну, хорошо, давайте я так спрошу. Вот вы были в Риме, Да. и вы смотрите на Колизей. Тоже не все в порядке ведь? Тоже. Вообще, может быть, отреставрировать пора, в порядочек привести. Вы бы вот все отреставрировали, а здесь, может быть, люди думали, как с Колизеем. Ну вот, оставили специально. А почему у них цветы завяли? Они их не поливают? Что нужно сделать, ребята, чтобы завяла герань? Герань, по-моему, не вянет вообще никогда. И поэтому все высаживают, потому что за ней можно не ухаживать. Там что-то есть внутри вообще, там что-то работает? Может, слушайте, а если там все умерли 10 лет назад, и никто об этом не в Там курсе? скелеты стоят за столами. Блин, может, реально хоррор какой-то питерский. Там что-то случилось, и они провели неудачные испытания, и все, ну и все, там больше нет людей, там зомби ходят. Так, я немножко сломал здание. Слушай, а там какой-то звук странный. Слышишь, такое глухое эхо? Там какие-то подвалы. Те подсобные строения этой же усадьбы, которые мы проходили, они вот прям даже висят таблички, что они принадлежат. Ой, я бы не стала. А, ты позвонил, да. Ой, сейчас. Помогите! Зомби. Я вижу старый компьютер. Месяц назад они бы завяли совсем, они еще пытаются жить. А, вот окно открыто. Там вот что-то рюкзак. Зловещий грохот. Вот что-то есть. Не, вот здесь цветы уже поливают, смотри. Здесь уже цивилизация. Мне интересно, зачем эти выключатели? Когда-то здесь был фонарь, вот который А. там. Вон лампа. Когда-то здесь был фонарь. Здесь видна граница. Граница красивого фасада и некрасивого фасада. Мы находимся сейчас в комплексе Знаменская дача.
Долгое время после революции комплекс занимал пансионат, если я правильно помню, пассажир Горавтотранс. И вот после того, как пассажир Горавтотранс он закрылся, сейчас непонятно, кому принадлежит, кто занимает все эти прекрасные здания. Но усадьба находится в довольно плачевном состоянии, в общем. Насколько я понимаю, тут еще с войны не восстановили. Я по образованию архитектор. Последние 2 года я проживаю постоянно в Петергофе, который очень люблю и очень хочу сохранить его историческое наследие. Я также являюсь членом партии «Яблоко» и хочу выдвигаться в муниципальные депутаты, чтобы по возможности как-то обратить внимание нашего руководства, нашего государства на состояние нашего прекрасного маленького города. В детстве я был уверен, что тут все вылезано, да, потому что вот представьте, например, Московский Кремль. Вы приходите в Кремль, а там один из соборов находится в каких-то руинах. Да? Представить такое невозможно, потому что уж там-то вылезано все. И я был про Петергоф уверен, что здесь уже давно все идеально, все отреставрировали, что здесь туристы ходят и смотрят на красивые ровненькие здания, на картины, на шедевры архитектуры, живописи, сокровища дворцов. В общем, все здесь хорошо. Оказывается, хорошо здесь только на некоторых объектах, которые как раз туристам и показывают. А есть еще огромная, скрытая от глаз туристов часть Петергофа, которая находится просто вот в таком состоянии. То есть вот со времен войны, как здесь вот все было разрушено, оно вот так и лежит, да, здесь выросли какие-то огромные деревья, которые растут уже из подвалов, и они выше здания. Здесь развалены все перекрытия, от некоторых зданий вот остались только стены, уже даже не то что декора, да, уже скоро нельзя будет понять, что здесь находилось. И объектов таких много. Это, на самом деле, большая беда нашей страны, потому что нам кажется, что вот этого исторического наследия у нас как-то очень-очень много его осталось, и можно особо не переживать. Ну, подумаешь, там одним домом больше, одним домом меньше, и кто заметит, что еще одного там домика не стало. Это заблуждение особенно хорошо видно на Петербурге, потому что Петербург в плане исторического наследия это, наверное, такой самый главный город в стране. Нигде не сохранилась вот именно целостная историческая ткань, которая сохранилась в Петербурге, нигде не сохранилось такое количество памятников архитектуры. Однажды случится, что мы так вот проснемся, выйдем на улицу и поймем, что уже ничего не осталось. И тогда уже спасать будет нечего, сохранять будет нечего, и нечего будет детям передать. И, к сожалению, вот то, что в Петергофе в том числе и происходит со многими объектами, это как раз вот причина того вот равнодушия, которое часто встречается по отношению к историческому наследию. Опять же, я тоже совершенно не понимаю, по какой причине он находится в таком состоянии, потому что, здание потенциально для того места, где мы сейчас находимся, в любой другой стране мира, оно бы сейчас, не знаю, там, здесь могла бы расположиться какая-нибудь галерея, там, гостиница, ресторан, там, вообще даже что угодно. Сейчас это потрясающей красоты здание, оно разрушается, им заколоченные окна, чтобы туда никто не забирался, типа оно законсервировано, но мы видим, что просто разрушается весь декор, уже практически не осталось ни одного целого, вот, чтобы какие-нибудь там колонны, пилястры, вот этот вот декор вокруг проемов оконных, не осталось вообще ничего. И почему это находится в таком состоянии, совершенно непонятно. Обычно, когда на это обращаешь внимание, тебе начинают там чиновники рассказывать там всякую ерунду, типа, ой, это там находится в ведомстве там федеральном, а не региональном, это находится там еще у тех, у военных, у попов, там, находится любую там причину, чтобы это не делать. На самом деле, мы знаем там массу примеров, когда, если кому-то нужен там либо участок, либо еще что-то, да, всегда все делается, всегда все приводится в порядок. Вот. А здесь занимаются таким вот очковтирательством, те фасады, которые выходят на какие-то главные улицы, их там приводят как-то в порядок, а то, что люди не видят, оно в зарослях находится, оно так вот разрушается. Кстати, когда в очередной раз вы будете читать новости, как мы помогаем, не знаю, кубинцам восстанавливать купол их Капитолия, который в Гаване находится, или как мы там даем деньги на восстановление Пальмиры, подумайте, что в Петербурге здание находится вот в таком состоянии. Это дворец великого князя Николая Николаевича, и он тоже находится, как и конюшенное здание, находится в упадке, отваливается лепнина, внутри тоже все заброшено.
он, ну, внешнее состояние там получше, конечно, чем там у других, да, то есть это не совсем руина-руина, но видно, что уже давно всем все равно, что с ним происходит, никто за ним не ухаживает, и если так дальше будет продолжаться, то это здание мы тоже потеряем. И просто место шикарное, то есть вот холм, вот это все. И, я не знаю, тут в Европе здесь был бы какой-нибудь такой пятизвездочный крутейший отель, куда бы все съезжали. Я не знаю просто по какой причине здание и все окружающие постройки в таком жутком состоянии, но, скорее всего, просто никому нет дела и не дают здесь ничего делать. В этом году в Петербурге будут муниципальные выборы. Выдвигайтесь на них, потому что это важно. Если вы на них выдвинетесь, вы сможете повлиять и на ситуацию с культурным наследием, чтобы не было, как вот здесь, да, в Петергофе. Мы сейчас находимся, и вот здесь развалилось целое здание, и всем пофиг. Вы можете выдвигаться как в Петергофе, так и в самом Петербурге. Может быть, полномочий у вас будет немного. Культурные объекты культурного наследия, архитектурного наследия не входят в компетенцию муниципальных депутатов. Но ваш голос будет громче. Вы сможете говорить о таких вещах уже от имени жителей Петергофа или жителей Петербурга, других районов города, уже будучи их официальным представителем. Выдвигайтесь, мы вам поможем. У нас работает штаб, который упростит вам весь процесс прохода через избирательную кампанию. Мы объясним и как зарегистрироваться, и как вести саму кампанию, как делать агитационные листовки, как убедить людей за вас голосовать. Выдвинем вас от партии «Яблоко», которая имеет поддержку в городе. И, возможно, вы станете депутатом, и тогда вы вместе с нами или сами по себе сможете бороться с тем, чтобы вот так вот не было с важными нашими объектами архитектурного наследия. Вот это вообще очень характерная история. Надписи здесь «Спасибо деду за победу» там и все остальное. Это очень хорошо показывает декоративное победобесие, которое мы часто встречаем там 9 мая, когда для нас очень сакрально вообще любые слова, мысли, кто там что, не дай бог, где-то сказал. Это все красивые слова, салюты, парады, пламенные речи, все замечательно. А потом ты спускаешься на землю с всего этого пафоса, да, и так, оказывается, вот в таких вот местах, где видишь реальное отношение к истории, реальное отношение к культуре, реальное отношение к памяти наших предков, потому что это наше достояние, и которое реально не нужно никому. Вот это, да, все вот это все происходит, потому что всем посрать. Это не волнует чиновников, это не волнует губернатора, это не волнует там большинство жителей. Все здесь проходят мимо, ну и стоит еще одна руина, хрен с ней, построим еще один торговый центр, там офисный, вообще все будет замечательно, кафе, ресторан, и заживем, у нас еще много всего остального. И вот это вот говорит о реальном нашем отношении к истории. Чтобы это изменить, друзья, нужно перестать быть к этому равнодушным. В том числе нужно обращать обязательно это внимание, рассказывать о том, что происходит своим друзьям, родственникам, близким людям, присылайте им мое видео, присылайте им, если сами где-то что-то увидели, возмущайтесь, не молчите, потому что только сформировав правильный общественный запрос, обращая на все это внимание, можно будет ситуацию как-то изменить. Ну и, конечно, идите в депутаты, как Максим Евгеньевич говорит, потому что у вас появится больше возможностей на все это внимание обращать.